Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня на моем канале наконец-таки видео про косметику, про макияж. Каюсь, очень много я снимала про моду, сегодня я буду исправляться и по вашим запросам снимаю сегодня видео, как вы уже догадались из названия, про то, как же подобрать помаду, потому что это очень важный момент, подобрать правильную помаду, мне кажется, зачастую важнее, чем даже правильное тональное средство. И сегодня я буду показывать вам, как выбрать помаду на основе нового запуска от MAC. Они выпустили помады из серии Love Me, это очень интересная новинка, и сегодня я вам покажу половину коллекции, потому что в коллекции 24 оттенка, я вам покажу 12 цветов, так что сегодня будет настоящее раздолье. Я уже приготовила помады, сейчас я их выложила и буду вам рассказывать про то, как подобрать свой оттенок помады, исходя из того, что у меня сегодня представлено из 12 оттенков. Заодно вообще расскажу, удачный это запуск от MAC или нет. И я могу сделать такой небольшой спойлер. Дело в том, что если говорить про эту коллекцию, можно сказать, что все оттенки абсолютно коммерческие, то есть это оттенки, которые может носить каждая девушка в повседневной жизни. В этой коллекции вы не найдете каких-то зеленых, непонятных кислотных оттенков. Нет, все эти помады можно адаптировать под дневной макияж, под вечерний, и они все распределены на 3 группы оттенков. Я сегодня пойду от нюдовых к чуть более ярким, потому что это логично. И давайте я вам расскажу о той помаде, которая, собственно, сейчас на моих губах. Это мой любимчик из этой коллекции. Оттенок под номером 411. Во-первых, аромат, боже, как я обожаю эти помады, потому что этот сливочно-карамельный, то есть такой кондитерский аромат, вот в помадах я просто обожаю. Все помады сатиновые, то есть они не сушат губы, потому что сейчас, в принципе, тенденция идет к тому, что все больше и больше отказ от матовой текстуры, потому что, реально пересушивает губы. Вот этот сатиновый, чуть влажный эффект делает губы более пухлыми, и в повседневной жизни, мне кажется, это гораздо удобнее, тем более, что с таким нанесением справится даже не профессионал. Почему мне нравится именно этот оттенок под номером 411? Да потому что он больше всего подходит, я не могу сказать, что он подходит мне, наверное, это самый-самый универсальный оттенок вообще из всей линейки. Он имеет такой розовато-серый подтон, и за счет этого как раз-таки и превращается в универсальный, потому что холодные оттенки, запомните, вообще это касается помад всех, они более универсальны, чем теплые. С теплыми нужно быть очень осторожными. Если вы выбираете какую-то холодную гамму, то вы вряд ли прогадаете, а с теплой нужно быть поосторожнее, и поэтому серо-розовый оттенок — это тот, с чего, мне кажется, нужно начинать любой девушке. Вы не прогадаете, если выберете 411, и он в последнее время мой фаворит. Я его наношу даже без зеркала, потому что он настолько мне подходит и настолько сочетается вообще с любым типом внешности, и не только с моим. Я нанесла на губок оттенок под номером 403 Daddy's Girl, и это такой светло-розовый оттенок, и я считаю, что да, мне он в принципе тоже идет и нравится, но скорее подобный оттенок стоит приобретать девушкам, которые являются блондинками, потому что вот эти светло-розовые оттенки, они не превращают вас в какую-то куклу Барби, потому что оттенок очень, как я уже говорила, коммерческий. Если вы обладательница темного цвета волос, например, как у меня, то да, вы можете приобрести себе этот оттенок, но лучше присмотреться к другим, потому что, все-таки это явный оттенок для девушек со светлым оттенком волос. Сейчас я наношу на свои губы оттенок под номером 405, он называется Under the Covers. Он чуть более универсальный и уже не так выбивается, если вы девушка с темным оттенком волос. Мне очень нравятся, кстати, еще эти помады тем, что их очень удобно носить без карандаша, то есть вам не обязательно покупать карандаш, вы в течение дня можете помаду подправить, хотя вряд ли вам это понадобится, потому что помада очень стойкая, весь день она во всяком случае точно выдержит, и даже если вы ее немножко съедите, то пигмент на губах останется и будет такой очень натуральный эффект. Так что 405 оттенок, он уже чуть более универсальный, но все равно я бы его отнесла к оттенкам для блондинок. Далее я уже нанесла на губы оттенок под номером 407 As If I Care, и он имеет такой глубокий лилово-розовый оттенок, что делает его с одной стороны универсальным, но с другой стороны такая гамма, она уже чуть более обязывает, чем предыдущие оттенки. Если они такие прям легкие на каждый день для дневного макияжа,
то это уже помада чуточку поярче, она не относится к вечерним, потому что я не могу сказать, что это прям вечерняя помада, но она все-таки чуть более нарядная, чем предыдущие оттенки. Для кого подойдет подобного рода помада? Ну, в первую очередь мы здесь, наверное, не будем смотреть с вами на оттенок волос, потому что подобного рода гамма, она не привязывается уже к цвету волос, она привязывается как раз-таки к оттенку кожи и к тому, насколько контрастные у вас черты лица. В данном случае я говорю про брови и про ресницы. Если у вас черты лица не очень контрастные, то есть вот видите, у меня темные брови, у меня от природы темные ресницы, с этой помадой мой образ приобретает уже вечерний настрой, и, соответственно, если я хочу выбрать какой-то нейтральный макияж, то мне нужна помада другого оттенка. Но если ваши черты лица и там ваши брови, ресницы, они не такие яркие и контрастные, либо если вы не используете тушь, то с помощью этой помады вы, с одной стороны, создаете такой макияж дневной, но чуточку более нарядный, чем обычно, поэтому я бы рекомендовала при выборе такого оттенка вам обращать внимание как раз-таки на то, насколько у вас контрастная внешность. Теперь вы видите, что оттенок губ у меня становится все более и более активным с каждым оттенком, и сейчас у меня на губах 409 тон под названием Coffee and Six, и видите, что это серо-коричневая гамма. Если говорить конкретно про этот коричневый оттенок, можно сказать, что он абсолютно универсальный и подойдет и блондинкам, и брюнеткам, разве что девушкам с рыжими волосами и холодной кожей я бы рекомендовала от него воздержаться. Для вас там будут другие оттенки. Самый универсальный из коричневых вообще какой только возможен, если вы как раз задумываетесь о покупке какой-то коричневой помады, ну потому что, например, раньше вы такого рода помады не покупали, обязательно, как я уже говорила, берите холодную гамму. В данном случае оттенок 409 вам подойдет больше всего, потому что он серо-коричневый, но при этом не превращает вас в какую-то Мартишу Адамс. Он довольно спокойный по меркам коричневых оттенков, ну и самое главное, то, что его можно нанести без карандаша, и отдельно покупать коричневый карандаш вам не придется. Вот теперь вы видите, что на моих губах абсолютно не подходящий мне оттенок, потому что такой вот лавандовый, даже, наверное, ближе к сиреневому оттенок, он не подходит девушкам с загорелой кожей, с темными волосами. Это оттенок либо для блондинок, либо уже все-таки для рыженьких девушек с холодной кожей, то есть со светлой кожей он больше всего как раз-таки сочетается. Если вы даже блондинка, но загорелая, и либо даже рыжая, у вас тоже чуть смуглая кожа, то такого рода оттенок, он вам не подойдет, он только для девушек со светлым оттенком кожи, поэтому тон 412, он подойдет только для такого рода типа внешности. И лучше всего такую помаду сочетать с нейтральным макияжем глаз, потому что такого рода оттенки всегда конфликтуют со сложным макияжем глаз, smoky eyes. Здесь максимум, что вы можете предложить для макияжа глаз, для того, чтобы он не выглядел старомодным, это стрелки. Все, больше ничего под эту помаду не нужно, потому что она сама по себе уже активная, привлекает к себе внимание. И если вы еще добавите активный макияж глаз, то он получится просто перегруженным. Теперь у меня на губах помада в оттенке 414 под названием Killing Me Softly. И с одной стороны это лиловый оттенок, с другой стороны его все-таки можно отнести к категории сливовых. За счет этого он и становится более универсальным, чем предыдущий оттенок. То есть, видите, как я уже говорила, загорелая кожа и темные волосы, они не конфликтуют с этим оттенком, но, конечно, эта помада делает макияж уже более таким обязывающим, нарядным, и, соответственно, здесь я тоже не буду делать какой-то активный макияж глаз. Можно сказать, что помада универсальная, единственное, все-таки не для рыженьких, потому что здесь уже будет конфликт как раз-таки в сливовой гамме, в отличие от предыдущей помады, но для всех остальных девушек, мне кажется, абсолютно подходящий вариант. Но всегда помните, что подобного рода оттенки, они немножко скрадывают объем губ, поэтому если вы хотите добиться эффекта того, чтобы ваши губы были больше, пухлее, то это делается не с этими оттенками, это делается, наверное, с первыми оттенками, которые я вам показывала, а такие помады, они именно для того, чтобы создать вот этот вот чуть более вечерний образ. Ну а тут, конечно, не нужно быть макияжным экспертом, чтобы понять, что оттенок 417, который у меня на губах и называется Vanity Bonfire, он абсолютно не подходит девушкам с таким типом внешности, как у меня, то есть не подходит девушкам с темным оттенком волос, ни в коем случае, тем более с загорелой, там, смуглой кожей. Нет, он будет смотреться очень кричаще и именно будет конфликтовать с вашей внешностью. Это оттенок однозначно для блондинок и для рыженьких. Это оттенок, который называют цветом Барби, поэтому если вы примерно себе представляете, что такое цвет губ Барби, то
то как раз-таки оттенок 417 полностью это олицетворяет. Можно адаптировать для девушек с таким типом внешности, как у меня, при условии, если вы будете делать эффект омбре, смешаете, например, с одной из тех помад, которые я показывала ранее. Например, контур будет выполнен с помощью серо-коричневой помады, что тоже возможно, а основная часть, то есть посередине, будет заполнена оттенком 417, но это делает макияж уже не повседневным, а все-таки таким чуть более фантазийным. На каждый день этот оттенок, конечно, можно носить только блондинкам и рыженьким, и, соответственно, здесь тоже никакого активного макияжа глаз, потому что будет очень спорить верхняя и нижняя часть лица, поэтому эта помада как раз-таки и приковывает к себе внимание и является солистом в вашем макияже. Далее у меня на губах оттенок 420 Nine Lives, и этот оттенок смело можно отнести к категории ягодная ягода. Очень красивый, насыщенный цвет, он тоже универсальный, подойдет абсолютно всем девушкам. Опять же, здесь не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что оттенок очень активный, под него мы тоже не делаем какой-то яркий макияж. Здесь допустимо немножко затемнить внешний уголок глаза для того, чтобы, ну, создать такой чуть более объемный эффект. Здесь это можно, но тоже не забывайте, что ягодные оттенки скрадывают объем губ, как в принципе и все очень темные, красные, ягодные, они очень красивые, но вот есть такая особенность, если вы хотите, чтобы ваши губы были пухлее, то просто используйте, как я уже говорила, эффект омбре. Можно в середину губ нанести чуть менее активный, чуть более светлый оттенок. Ну а если вы хотите драматичного эффекта, то заполняйте губы полностью. Мне нравятся ягодные оттенки, но личное мое предпочтение, что такие оттенки лучше всего смотрятся на девушках с чуть более светлой кожей, чем у меня, когда я менее загорелая, хотя вам, наверное, тут сейчас непонятно из-за света. В общем, когда я чуть менее загорелая, мне этот оттенок на себе нравится больше, но за счет того, что я выгляжу как девушка-вамп, это моя личная ассоциация, и, наверное, этот оттенок я легко представляю на актрисе Меган Фокс. Мне кажется, что вот именно этот оттенок у меня ассоциируется как раз-таки с Меган Фокс. Оттенок 422, который сейчас у меня на губах, относится к категории глубокого розового, он мне очень нравится, и, на мой взгляд, именно этот оттенок, он универсальнее, чем предыдущий, потому что здесь нет каких-то ограничений по оттенку волос, по оттенку кожи, он подойдет абсолютно всем девушкам, как раз-таки за счет того, что он не такой активный, и с ним даже возможно допустить какой-то чуть более яркий и экстра макияж глаз, там добавить блесток, добавить какой-то смоки айс, и при этом макияж не будет перегруженным, поэтому если вы ищете ту самую золотую середину между оттенком, который можно использовать только днем и только вечером, то, наверное, именно 422 оттенок от MAC серии Love Me вам подойдет больше всего, и здесь не обязательно даже идти его тестить в магазине, потому что это действительно оттенок, который относится к категории универсальных. Оттенок 426, который как раз-таки сейчас у меня на губах, можно смело отнести к самым коммерческим, ну, одним из самых коммерческих из этой линейки, потому что он абсолютно универсален, и его фишка заключается в том, что если вы наносите его в один слой, то есть там слегка при помощи пальцев, это абсолютный дневной нюдовый оттенок, но если вы его чуть наслаиваете, как это сделала я, это превращает ваш макияж уже в такой нарядный, не то чтобы вечерний, потому что если вы хотите с помощью этой помады создать вечерний макияж, то здесь придется сделать поактивнее глаза, может быть, сделать какой-то контуринг. Так вот я сейчас сижу перед камерой, я не могу сказать, что оттенок прям сверхвечерний, это именно универсальный, такой базовый и, повторюсь, коммерческий оттенок, поэтому если вам нужно что-то нюдовое, но чуть более лиловое, то обязательно присмотритесь к оттенку 426, потому что это однозначно мой фаворит, и на каждый день при помощи пальцев, если его наносить, можно реально с ним ходить куда угодно. И, конечно, я не могла вам не показать самый активный и яркий оттенок из моей коллекции этого запуска от MAC в цвете 427. Как видите, это ярко-оранжевый тон помады, абсолютно не подходящий мне и девушкам с таким типом внешности, как у меня. Идеально подойдет рыжеволосым девушкам с типом внешности вроде Эмма Стоун.
просто шикарно будет смотреться, либо блондинкам, но блондинкам обязательно с теплым оттенком волос, то есть если вы носите прям холодный цвет волос, вам этот цвет стоит избегать, лучше обратить свое внимание на лиловую гамму, но если вы рыженькая, либо с, прям, вот, как я уже сказала, теплым блондом, вам подойдет идеально вне зависимости от оттенка вашей кожи, то есть даже если вы чуть более загорелая, на вас это все равно будет смотреться прекрасно, но девушкам с таким типом внешности, как у меня, к сожалению, этот оттенок не является комплементарным. Но что, я уже нанесла на губы свой любимый 411 оттенок, он немножко сейчас смотрится по-другому, потому что было много манипуляций, 12 оттенков помад я показала на себе, как мои губы еще это вынесли, потому что постоянно стирать и наносить другие оттенки, это, конечно, для них проблематично, за счет этого они стали потемнее, и, соответственно, оттенок чуточку видоизменился. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, я очень рада, что эти помады уже продаются в России, вы их можете заказать, я обязательно ссылку оставлю в описании, можете купить в бутиках MAC, и, кстати, бренд дал специально для меня уникальный промокод, который вы можете использовать и получить скидку, мне кажется, это очень классно. Теперь вы во всеоружии, знаете, на какие оттенки стоит обратить свое внимание, какие вам подойдут, а от каких стоит, возможно, держаться подальше, потому что они, возможно, будут не комплементарные с вашим типом внешности. Кстати, напишите обязательно в комментариях, как вы думаете, какой оттенок из всех, что я показала на себе, подойдет вам больше всего, и обязательно напишите почему. Ну, то есть, например, оттенок 427 идет мне, потому что у меня такой же тип внешности, как у Эммы Стоун и тому подобное. Мне будет очень интересно почитать и представить примерно внешность того человека, который напишет свой комментарий. И надеюсь, что вы оценили мои старания, что я не просто сделала вам сводчи новой коллекции, и что я вам показала именно то, как подобрать оттенок, исходя из вашего типа внешности, тем более, что запуск очень удачный, эти помады действительно можно похвалить, потому что они очень комфортные, они действительно имеют сатиновый финиш, при этом они стойкие. То есть для того, чтобы их стереть, мне понадобились некие усилия, но при этом мне не пришлось там в кровь растирать губы. Мне кажется, это очень хорошо говорит о самих помадах. Ну и, конечно, оттенки и как они ощущаются на губах. А аромат это вообще просто песня. В общем, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему большой палец вверх. Мне будет очень приятно. Также оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, потому что если вы этого не сделаете, то коварный YouTube не будет вам показывать мои ролики. А это очень грустно, потому что хочу быть с вами на связи. Так что вы можете еще и подписываться на мой Инстаграм, там я стараюсь отвечать чуть более оперативно, и там какие-то новинки из моей жизни. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока! Интересно, как мои губы вынесли 12 сводчей буквально за съемку одного видео за эти 40 минут, потому что где-то 40 минут я этот ролик и снимаю, и они не горят огнем. Ну, то есть, как бы мне не хочется заказать новые губы себе с Алика. Если бы я снимала сводчи матовых помад, так бы не прокатило. Сводчи бы заняли минимум дня 2 для того, чтобы мои губы отошли.